Ve yoğunlaşmış. Biraz daha gayret kızım. Hadi kızım biraz daha gayret. Что будет в новой серии сериала «Елы Чапкины»? Какая серия станет финалом? Что будет в финале сериала? Будет ли финал сериала счастливым? Или мы увидим несчастливый финал в финале сериала? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Ve yoğunlaşmış. Biraz daha gayret kızım. Hadi kızım biraz daha gayret. Что будет в новой серии сериала «Елы Чапкины»? Какая серия станет финалом? Что будет в финале сериала? Будет ли финал сериала счастливым? Или мы увидим несчастливый финал в финале сериала? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем начать наше видео, те, кто хочет, чтобы финал был счастливым, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы узнали свой номер. Прежде всего, события, произошедшие в последних сериях сериала «Зимородок», изменили глубокие психологические процессы героев и направление повествования. Тем более сцена между Суной и Феритом стала одной из самых обсуждаемых тем среди зрителей сериала. Новый эпизод будет посвящен отношениям Сейрана и Ферита. Сейран займет более решительную позицию в отношении трудностей, с которыми сталкивается Ферит. Будет принято решение, что Ферит должен начать терапию, и в этом процессе пара еще больше сблизится друг с другом. Новость о том, что Сейран вскоре беременна, принесет новое дыхание в жизнь всех персонажей. В какой серии будет финал? Хотя было много предположений о дате завершения сериала, сериал «Зимородок» не будет иметь раннего финала и будет продолжаться до 100-го эпизода. Этот прогноз подтверждается как огромной поддержкой, которую сериал получил от зрителей, так и тем фактом, что в этой истории все еще есть неисследованные аспекты. Сценарий из 100 эпизодов позволит глубже изучить отдельные истории персонажей и позволит зрителям увидеть удовлетворительный финал. В частности, такие сюжеты, как лечение психологических проблем Суны и укрепление отношений Сейрана и Ферита, будут постепенно раскрываться вплоть до финала сериала. Что произойдет в финале сериала? В заключительных эпизодах отношения Сейрана и Ферита наконец-то встанут на прочную почву. Сейран родит 2 детей, и пара удвоит свое счастье, родив девочку и мальчика. Процессы психологического лечения всех персонажей сериала будут завершены. Это улучшит как индивидуальные, так и семейные отношения. Например, я думаю, что Суна будет госпитализирован на некоторое время из-за проблем с психическим здоровьем, но он выздоровеет, пройдя через этот трудный процесс в финале. Ферит и Сейран сосредоточатся на своих семьях и будут жить с большей надеждой после укрепления своих отношений. Увидим ли мы несчастливый финал в финале сериала? Некоторые зрители думают, что сериал закончится банкротством семьи Корхан и самоубийством Ферита. Однако вероятность реализации этого сценария достаточно мала.
Хотя не исключено, что Ферит пройдет психологически сложный процесс и даже дойдет до стадии самоубийства. Благодаря настойчивым усилиям и любви Сейрана Ферит удастся уговорить пойти к психологу, и начнется процесс лечения. В конце этого процесса Ферит преодолеет свои психологические проблемы и займет более сильную позицию как для себя, так и для своей семьи. Поэтому вместо несчастливого финала мы будем смотреть финал, в котором все лечатся, исцеляются и продолжают счастливо жить. Будет ли финал сериала иметь счастливый конец? Хотя нынешний ход событий в сериале, кажется, указывает на несчастливый конец, это иллюзия, созданная для того, чтобы расстроить зрителей. Глядя на реальную историю, известно, что Ферит и Сейран счастливо продолжили свою жизнь после прохождения терапевтических курсов. Эта история будет продолжена в сериале, и финал удовлетворит всех. Я думаю, что изображение счастливой семьи с детьми в исполнении Сейрана и Ферита станет достойным завершением основной темы сериала. Наконец, Фериту и Сейрану удастся укрепить свои отношения, несмотря на все трудности, с которыми они сталкиваются. Любовь Ферита к Сейран позволит ему продолжать поддерживать ее во всех трудностях. Беременность Сейран станет новым поворотным моментом в отношениях пары. С рождением двоих детей Ферит и Сейран станут более счастливой и крепкой семьей. Сериал «Зимородок» еще долго будет привлекать зрителей своим глубоким психологическим анализом и ярким развитием персонажей. Я думаю, финал нарисует счастливую и обнадеживающую картину и подарит зрителям незабываемые впечатления. Не забудьте написать свои самые любопытные вопросы в комментариях. Итак, в следующих видео я отвечу на ваши самые любопытные вопросы. Как вы думаете, каким будет финал сериала? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Увидим ли мы беременность Сейран? Будет ли у Сейфера совместный бренд? Когда родится ребенок Сейрана и Ферита?
Назовут ли Сейран и Ферит своего ребенка Фуад? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто хочет, чтобы у Ферит и Сейрана родился ребенок, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Во-первых, хотя любовь Сейрана и Ферита в сериале «Елы Чапкины» продолжала расти, с другой стороны, благодаря рисункам Сейфера Карханы, в последнюю минуту были спасены от затопления. На самом деле, благодаря рисункам Сейрана и Ферита мы пойдем еще дальше и проследим за приключением Бренда Каурхан, чтобы стать звездой, а не спасти себя от краха. Другими словами, сценарий розыгрыша Сейфера, которого мы ждали с прошлого сезона, наконец-то был представлен, и с этим сценарием произойдет много неожиданных событий. Прежде всего, Сейран и Ферит примут меры, чтобы продвинуть этот вопрос с рисованием немного дальше после того, как они спасут Карханы от затопления. Таким образом, мы сможем увидеть собственные общие бренды Сейрана и Ферита, о которых мы упоминали в нашем летнем анализе. Другими словами, по мере того, как рисунки Сейрана и Ферита будут становиться все более популярными, им будет предложено открыть свой совместный бренд. Таким образом, помимо бренда Каурхан, мы станем свидетелями создания собственного бренда Сейфр. Это означает, что отныне Ферит и Сейран будут владельцами собственного бизнеса, независимыми от всех остальных. Таким образом, если сценарий будет развиваться в этом направлении, мы вскоре увидим общие бренды Сейрана и Ферита. Собственно, подробности на эту тему начнут даваться в новых главах. Как вы думаете, увидим ли мы совместный бренд Сейфера? Пожалуйста, не забудьте написать свои прогнозы на эту тему в комментариях. Вы женщина и источник сил. Но иногда нам всем нужно сделать перерыв и сделать что-то для себя, не так ли? Именно поэтому мы подготовили электронную книгу «Приобретаем здоровые привычки за 21 день. Программа изменений для женщин, для тебя». Не пренебрегайте собой, добавьте в свою жизнь элегантности, энергии и счастья. Это руководство, полное здорового питания, простых упражнений и советов, которые вас мотивируют, поможет вам начать новую жизнь. Получите его сейчас со скидкой, получите мгновенный доступ к нему с помощью кнопки загрузки и начните обмен. Потому что ты этого стоишь. Поговорим о беременности Сейран. Сейран и Ферит снова встретились спустя 2 года. Для Сейрана и Ферита, которые на этот раз сильнее, чем до этого, вскоре начнут происходить ожидаемые сюрпризы. После того, как из них вышел 3-й человек, Сейран и Ферит снова вывели на свет любовь, которую они похоронили в своих сердцах. Теперь пришло время увидеть первые плоды этой любви. Хотя Сейран и Ферит больше не были неразлучны, как из-за своих рисунков, так и из-за отсутствия давления со стороны семей, они начали сближаться все больше. Можно сказать, что романтические сцены приближаются для Сейфер, между которой уже нет никаких преград. Нам начнут поступать сигналы о том, что мы увидим детей Сейрана и Ферита, которые в скором времени снова поженятся. Таким образом, я думаю, что признаки беременности у Сейрана мы постепенно увидим сразу после этого свадебного события. В январе мы можем даже услышать новость о том, что Сейран беременна, как большой сюрприз. Таким образом, после Нового года мы увидим, что Сейран и Ферит примут новые решения для своих малышей. Так что не волнуйтесь, у Сейфер обязательно будут дети. На самом деле, я думаю, их первым ребенком будет мальчик. Чтобы они могли назвать своего малыша Фуад. Не спрашивайте,
Откуда вы это знаете? Потому что нам показали две важные подсказки по этому вопросу. Первой подсказки персонаж Фуат вернулся в сериал. Хоть Ферит и мечтал об этом, возвращение Фуата всех удивило. Думаю, одна из причин возвращения Фуата будет связана с ребенком Сейфера. Таким образом, Ферит и Сейран назовут своего первого ребенка Фуатом, чтобы снова сохранить жизнь Фуату, которого они считают жертвой своей любви. Вторая подсказка по этому поводу заключается в том, что несколько эпизодов назад, когда Архан и Битюль узнали пол своих детей, они при всех заявили, что назовут своего ребенка Фуат. Хоть Ферит и Гульгун очень на это отреагировали, ребенка все равно не назовут Фуат. Потому что отцом этого ребенка является Тайфун, а не Архан. По этой причине, когда истинное лицо Битюль откроется, Арханы не усыновят и этого ребенка. Таким образом, поскольку имя Бэби Фуат останется вакантным, Сейран и Ферит назовут этого малыша своим первенцем. На самом деле, я думаю, что идея назвать ребенка Битюль и Архана Фуатом на самом деле была отсылкой к тому факту, что ребенка Сейрана и Ферита назовут этим именем. Итак, малышку Фуат назовут первым ребенком Ферита и Сейрана. Короче говоря, у Сейрана и Ферита родятся девочка и мальчик, как и в реальной истории. Мальчика назовут Фуат. Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев свои вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. Итак, вы хотите, чтобы у Сейрана и Ферита родился ребенок? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Была ли объявлена дата гранд-финала? Или сериал действительно завершится в 100-й серии? Какое имя вернется в сериал? Или Кая и Нюхит возвращаются в сериал? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем приступить к нашему видео, те, кто говорит, что в сериале «Зимородок» не должно быть раннего финала, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы узнали свой номер. Прежде всего, пока фанаты «Зимородка» ждали новых романтических событий в любви Сейрана и Ферита, на этот раз слухи о будущем сериала удивили всех. Утверждения о том, что сериал завершится 100-м эпизодом, с одной стороны, вызвали у фанатов печаль, а с другой вызвали огромное любопытство по поводу того, как будет развиваться история. Означает ли возможность возвращения незабываемых персонажей, особенно Каи и Нюхета, перераспределение карт в семье Корхан? Так действительно ли объявлена дата грандиозного финала? И сделает ли сериал финал в 100-й серии? В социальных сетях по этому поводу были сделаны следующие заявления. По последней информации, Елакапне готовится попрощаться с экранами своей 100-й серии. Такое решение, принятое телеканалом Star TV, несмотря на колебания рейтингов сериала,
продиктовано желанием довести историю до запланированного финала. После Нового года запланирован небольшой период отпусков, а затем уже в марте зрителям встретятся заключительные серии сериала. Однако также говорится, что в случае серьезного снижения рейтингов окончательная дата может быть перенесена. Хотя официального заявления на этот счет пока не было, информация со съемочной площадки подтверждает, что продолжение планируется до 100-й серии. Однако высокие международные продажи «Зимородка» и периодическое восстановление рейтингов повышают вероятность того, что этот план может быть гибким. Потребности аудитории и решения по управлению каналом будут играть ключевую роль в определении окончательной даты. Теперь, когда последние события в средствах массовой информации движутся в этом направлении, прозвучало заявление Дирена Полатагулары, которая играет в сериале роль Казама Аги. Другими словами, пока не ясно, состоится ли финал в тот или иной день. Финал сериала на данный момент считается предрешенным. Однако пока не решено, когда у сериала будет финал. Думаю, сериал легко увидит свою 100-ю серию. В этом вы точно можете быть уверены. Однако, к сожалению, мы не знаем точно, в какой серии произойдет финал. Думаю, не только мы, но и команда сериала этого не знают. Другими словами, точная дата финала сериала еще не определена. Давайте насладимся текущими сериями, а не финалом. Потому что такую серию и такую гармонию мы увидим нечасто. Вот почему нам следует отпустить все и наслаждаться моментом. Какое имя вернется в сериал? Говорят, что персонажи Кая и Нюхит могут вернуться в сериал в следующих сериях. Возвращение Нюхит может пролить свет на тайны прошлого, и особенно могут снова обсуждаться старые отношения между ней и Халисом Ага. Возвращение Каи может вызвать новый хаос в жизни Суны. Кроме того, баланс семьи Корхан может быть серьезно пошатнут с возвращением Каи и Нюльхет. С возвращением этих двух персонажей прошлые события могут напрямую повлиять на отношения Сейрана и Ферита. Нюхит может присоединиться к истории с новыми интригами, которые изменят баланс в особняке. Эта ситуация, похоже, приводит к тому, что некоторые события, которые семья Ферита ранее скрывала, стали известны. Однако я думаю, что для персонажа Латифа было бы более уместно вернуться перед этими именами. Потому что, как известно, Латиф стал причиной смерти матери и отца Абидина. Теперь мы увидели, что мать Абидина Чичек жива. Итак, на данный момент возвращение Латифа может позволить нам узнать ясную закулисную сторону этого инцидента. По этой причине я думаю, что персонаж, который должен вернуться первым, это Латиф. Возвращаясь к Кае и Нюхету, я думаю, что было бы более уместно, если бы они подошли к финалу. В частности, мы не узнали полную историю прошлого Нюхет, и для нее была оставлена открытая дверь. По этой причине одним из других персонажей, которых было бы уместно вернуть, является Нюхет. Если Нюхет вернется, я думаю, Кая тоже должна вернуться в качестве одного из персонажей, которых вы хотите увидеть в сериале в последний раз. По этой причине, я думаю, возвращение Нюхет с сыном могло бы привести к отдельному впечатляющему выходу. Цель сериала Елы Чапкиной – держать зрителей перед экраном до 100-го эпизода. Однако дальнейший ход рейтингов покажет, насколько осуществимы эти планы. Возвращение Каи и Нюхета, кажется, усиливает интерес к сериалу. История Сейрана и Ферита продолжит увлекать зрителей в путешествие, полное эмоций и романтизма. Не забудьте написать свои самые любопытные вопросы в комментариях. Итак, в следующих видео я отвечу на ваши самые любопытные вопросы. Итак, как вы думаете, Кае и Нюхет стоит вернуться в сериал?
Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Мог ли Абидин быть сыном Халиса Аги? Отомстит ли мать Абидина Карханам? И действительно ли Карханы обанкротятся? Сможет ли семья Карханлар полностью погибнуть в финале сериала? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто говорит, что Абидин должен быть на стороне Карханов, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свои цифры. Прежде всего, новый эпизод сериала «Зимородок» имеет структуру, насыщенную событиями, в которых раскрываются тайны, углубляются интриги и зритель приковывается к экрану. Хотя история раскрывает удивительные подробности прошлого Абидина и его связи с Халис Ага, планы мести семьи Корхан продолжаются полным ходом. Мог ли Абидин быть сыном Халиса Аги? Подсказки, раскрытые в последних эпизодах, показывают, что у Абидина может быть секрет, который Халис Ага хранил в прошлом. Загадочная смерть брата Халиса Аги и последовавшие за ней события указывают на великую правду о личности Абидина. Повторное представление Шевки Чичика и желание Чичика использовать Абидина в своих планах мести делают связь между Халис Ага и Абидином еще более значимой. В результате исследований Сейрана и Ферита может возникнуть вероятность того, что Халис Ага может быть настоящим отцом Абидина. Эта тайна может изменить не только жизнь Абидина, но и всю динамику семьи Корхан. Однако ответы на вопросы, останется ли Абидин под влиянием своей матери Чичек или же он узнает эту великую тайну при поддержке Ферита и Сейрана и встанет на сторону Карханов в новых сериях. Так сможет ли мать Абидина отомстить Карханам? Мать Абидина Чичек вернулась с сильным планом мести после многих лет скрытия. Его цель – уничтожить семью Халиса Аги и отомстить за прошлое. Однако планам Чичика есть два больших препятствия – это преданность Абидина семье Корхан и единство Ферита и Сейрана. Пока Чичек пытается перетянуть Абидина на свою сторону, решения Абидина определят судьбу этой войны мести. Хотя Абидин, похоже, на данный момент находится под влиянием планов Чичика, совесть Абидина и уважение к семье Корхан могут помешать ему быть со своей матерью. Действительно ли Карханы обанкротятся? Семья Корхан впервые за эти несколько эпизодов столкнулась с такими серьезными экономическими трудностями. Однако упорный труд Ферита и Сейрана дает надежду на выздоровление семьи. Пока Ферит предпринимает важные шаги для спасения семейного бизнеса, Сейран помогает ему как психологической поддержкой, так и решением проблем внутри семьи.
Позиция Абидина на стороне семьи Корхан также сыграет решающую роль в улучшении ситуации. Благодаря этой поддержке семья Корхан, похоже, спасена от банкротства. Однако трудности, возникшие в ходе этого процесса, заставят семью реструктуризироваться как экономически, так и эмоционально. Итак, погибнет ли семья Корханов в финале сериала полностью? Я думаю, нет. Потому что, наоборот, в конце сериала семья Корханов должна предстать перед зрителем в более сильном состоянии. Ферит будет строить будущее семьи Корхан, взяв на себя роль лидера семьи. При поддержке Сейрана любовь и солидарность в семье будут восстановлены. Планы мести Чичика потерпят неудачу, и Абидин откажется встать на сторону своей матери и решит остаться с Корханами. Это укрепит семью в целом. Я особенно думаю, что проявление лидерских качеств Ферита станет поворотным моментом для будущего семьи Корхан. В новом эпизоде зрителей очарует противостояние Абидина со своим прошлым, усилия Сейрана и Ферита по спасению его семьи, а также поразительное развитие планов мести Чичика. Хотя для семьи Корхан наступает критический поворотный момент, будущее сериала обещает зрителям историю, полную сюрпризов. Теперь, когда все задаются вопросом, какого результата достигнет любовь Ферита и Сейрана, преодолев эти трудности, мы с волнением ожидаем. Не забудьте написать свои самые любопытные вопросы в комментариях. Итак, в следующих видео я отвечу на ваши самые любопытные вопросы. Итак, как вы думаете, Абидин может быть сыном Халиса Аги? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Что станет большим сюрпризом для Ферита и Сейрана? Будет ли у Сейрана ребенок? Действительно ли ребенок Суны будет с Феритом? Гранд-финал приближается. Или сериал закончится раньше? И какие шокирующие детали были упущены в этом последнем эпизоде?
Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто хочет, чтобы Сейран забеременела, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Прежде всего, пока зрители «Зимородка» думали, что в любви Сейрана и Ферита ждут новые сюрпризы, на этот раз они столкнулись с совсем другой правдой – болезнью Ферита, которую он скрывал от всех. Вместо ожидаемого романтического развития, история сериала развивалась в неожиданном направлении. Похоже, эта болезнь, с которой борется Ферит, пошатнет не только его отношения с Сейран, но и баланс всей семьи Корхан. В жизни Сейрана и Ферита продолжают происходить неожиданные события и эмоциональные трансформации. Выход семьи Корхан из состояния банкротства увенчается совместной историей успеха Сейрана и Ферита. Рисунки Сейфера не только спасут семью Корхан, но и откроют Сейрану и Фериту возможность основать собственный бренд. Это сделает их сильнее не только как пару, но и как команду. Другими словами, история Сейрана и Ферита развивается в процесс, в котором не только углубляются их собственные отношения, но и трансформируется мир вокруг них. В этот период, когда семья Корхан борется с экономическими трудностями, дизайнерские таланты Сейрана и предпринимательский дух Ферита объединятся, чтобы не только спасти семью от банкротства, но и создать для них прочную основу для создания собственного бренда. Эта новая инициатива позволит Сейрану и Фериту стать настоящей командой, а не просто парой, и укрепит их любовь, как никогда раньше. Действительно ли ребенок Суны принадлежит Фериту? В сцене сна в последнем эпизоде, когда Суна пыталась держать ребенка на руках после родов, Ферит внезапно взял ребенка и сказал: «Это мой ребенок». Суна кричит: «Нет, это ребенок Абидина». Так что же нам говорят в этой сцене? На самом деле эта сцена хочет сказать, что Суна смущена тем, что снова что-то скрывает от Сейрана. Итак, в этой сцене Суна не только говорит Сейран правду, но и хочет рассказать ей, что с ней будет. Короче говоря, Суна больше не будет интересоваться Феритом, или у Суны не будет ребенка от Ферит. Эта сцена была показана нам исключительно как знак того, что Суна совершила ошибку. Будет ли у Сейрана ребенок? С воссоединением Сейрана и Ферита на этот раз пришло время увидеть плоды их любви. В более поздних сериях сериала новость о том, что Сейран беременна, может стать большим сюрпризом. Этот ребенок, который объединит их семьи, ознаменует начало новой эры в семье Корхан. Не исключено даже, что своего малыша они назовут Фуад, ведь подробности об имени Фуад уже имели место в сериале. Так что в более поздних сериях сериала узнавание о том, что Сейран беременна, станет большим поворотным моментом не только для Сейрана и Ферита, но и для всей семьи Корхан. Эта неожиданная новость может заставить семью забыть давние конфликты и открыть новую страницу. Ферит и Сейран, назвав своего ребенка Фуад, могут иметь эмоциональное значение с точки зрения сохранения памяти о Фуате и подчеркивания его влияния на семью. Родительский путь Сейрана и Ферита станет темой, которая увеличит как развитие их персонажей, так и эмоциональную глубину истории. Я думаю, что новости о беременности мы увидим ближе к Новому году. Кроме того, благодаря поддержке Сейрана психологические проблемы Ферита со временем улучшатся. Вдохновленный реальной историей сериала, ожидается, что эта ситуация разрешится с помощью лечения. Не произойдет такого драматического события, как смерть Ферита, наоборот, этот процесс усилит развитие его характера. К психическим проблемам Ферита будут относиться не только как к слабости, но и как к возможности для него вырасти как личности.
Благодаря терпеливой и любящей поддержке Сейрана Ферит найдет в себе смелость противостоять самому себе и приступить к процессу лечения. Этот процесс позволит не только Фериту, но и Сейрану повзрослеть, в результате чего связь между ними станет еще сильнее. Не будет такого события, как драматическая смерть Ферита, скорее, история закончится тем, что он победит и обретет мир внутри себя. Приближается ли грандиозный финал сериала? Похоже, что у сериала «Елы Чапкини» пока не будет раннего финала. История продолжает развиваться более глубоко, и эпизоды, в которых особое внимание уделяется будущему Сейрана и Ферита, будут держать зрителей перед экраном. Но когда основная история сериала завершена, сильный грандиозный финал может быть неизбежен. В то же время, поскольку «Зимородок» продолжает привлекать массовую аудиторию, кажется, что ему понадобится сильный финал, чтобы довести историю до естественного завершения. Эта история, сосредоточенная вокруг отношений Сейрана и Ферита, может закончиться созреванием их индивидуальных проблем и любви. Однако сценаристы сериала могут захотеть удивить зрителей, увенчав финал неожиданным сюрпризом. В этом процессе тема персонажей, строящих лучшее будущее, учась на своих прошлых ошибках, может усилить эмоциональное воздействие сериала. Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев свои вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. Итак, если гранд-финал состоится, как вы думаете, что мы увидим в этом финале? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Как Фуад вернулся в сериал? Или Фуад на самом деле не умер? Что будет дальше в сериале? Какие сюрпризы ждут Сейрана и Ферита? Будет ли в сериале таймскип? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто хочет, чтобы Ферит и Сейран всегда были счастливы, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Во-первых, ожидаемые изменения наконец-то произошли. Истории многих персонажей, присоединившихся к сериалу в начале сезона, закончились, и они покинули сериал. В конце концов, Синан был пойман полицией, и он и его семья попрощались с сериалом. Итак, история Синана и его семьи окончена, и отныне их не будет в сериале. Прощание с Дияр произошло раньше, чем ожидалось, и она стала еще одним именем, покинувшим сериал. Аналогичным образом подошла к концу история Дияра и его семьи. Таким образом, история персонажа Дияра в сериале закончилась. Уход таких персонажей, как Синан и Дияр, которые составляют большую часть сценария этого сезона, также является признаком реструктуризации сериала. Итак, в сериале начинается совсем другая эпоха. С уходом этих персонажей мы теперь увидим другую историю. Хотя Сейран и Ферит, как и раньше, начинают сближаться, с другой стороны произойдут неожиданные события. Мы действительно увидели одно из таких неожиданных событий в последнем эпизоде. В последней серии вернулся персонаж Фуата, старшего брата Ферита, погибшего в результате трагической аварии первого сезона. Эта ситуация вызвала большой вопрос среди зрителей: неужели Фуат действительно мертв? На самом деле Фуат действительно мертв. Как видно из последнего эпизода, Фуат вернулся, чтобы поддержать Ферита и ради его благополучия. Но, конечно же, Фуат появится в сериале как мечта Ферита. Поэтому он не может выпрыгнуть из могилы. Потому что мы видели, что он действительно умер.
Как я уже сказал, возвращение Фуата на самом деле позволит персонажу Ферита исцелиться и принять более правильные решения. По этой причине можно сказать, что возвращение Фуата было удачным, при этом персонаж Фуата не вернулся в сериал в качестве приглашенного актера, то есть на несколько серий. Дагукан Полот, играющий Фуата, вернулся в актерский состав сериала. Это значит, что Фуат останется в сериале надолго. Это был самый большой сюрприз в последнем эпизоде. Короче говоря, возвращение Фуата пойдет на пользу Фериту, и Ферит предпримет более эффективные шаги в отношении Сейрана и его семьи. Можно сказать, что в отношениях Сейрана и Ферит началась новая эпоха. В то время как Сейран продолжает сохранять отстраненную позицию, чтобы быть уверенным в чувствах Ферита, конфронтация Ферита со сном Фуата приводит его к более эмоциональному моменту. Хотя Сейран полна решимости контролировать свою судьбу в этом процессе, эмоциональный накал Ферит и развитие событий вокруг Фуата могут стать поворотным моментом в их отношениях. В этом эпизоде Ферит впервые открыто выразит Сейрану свои истинные чувства. Теперь, когда Дияра нет в поле зрения, Ферит предпримет более четкие шаги против Сейрана. После ухода Дияра Сейран теперь откроет все свои двери для Ферита. Таким образом, я думаю, ожидаемые сцены Сейфера сейчас состоятся. На этом этапе было бы неплохо сделать небольшой перерыв в сериале. Потому что, чтобы снова не повторять свадьбу Сейрана и Ферита и не наскучить, в сериале может быть небольшой пропуск времени. Так что даже если Сейран и Ферит снова поженятся, эту свадьбу могут не показать. Короче говоря, они могут обработать свадебные мероприятия свадебной церемонией, чтобы свадебное мероприятие не выделялось слишком сильно. Таким образом, никому не надоест видеть свадьбы снова и снова. Я думаю, что когда состоится свадьба, начнутся долгожданные события беременности. Кроме того, станет ясно, когда произойдут такие события, как беременность и ребенок Сейфер, когда станет ясно, будет 4-й сезон или нет. При этом, по некоторым данным, говорится, что в 100-й серии сериала нас ждет большой сюрприз, конечно, до 100-й серии еще больше 10 серий. Поэтому пока неизвестно, какой сюрприз будет в 100-м эпизоде. Что будет дальше в сериале? Разлука и новый порядок в сериале придали истории новое дыхание. Отношения Сейрана и Ферита осложнятся с возвращением Фуата и появлением новых персонажей. Большой сюрприз в 100-м эпизоде станет решающим для будущего сериала. Я думаю, что если Сейран и Ферит увидят счастливый конец, это продолжит поддерживать интерес зрителей. Не забудьте написать свои самые любопытные вопросы в комментариях. Когда закончится вопрос Абидина? Узнает ли Халис Ага, что Ифакат убил Фазилет? И какие шокирующие события связаны с Ифакатом? Умрет ли Сейран? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто хочет, чтобы Ферит и Сейран всегда были счастливы, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Прежде всего, в новом эпизоде Ифакат окажется в серьезном затруднительном положении из-за усиливающегося давления на нее и возможности раскрытия ее прошлых тайн. По мере того, как тайны, которые Ифакат хранил годами, раскрываются одна за другой, внутри особняка нарастает напряжение. По мере того, как связь между Сейраном и Феритом начинает укрепляться, ожидания Халиса Аги от этих отношений также изменятся. Однако за дверью также ждут события, угрожающие жизни Сейрана. Теперь мы будем решать эти вопросы один за другим. Прежде всего, когда закончится вопрос Абидина? Прошлое и тайна Абидина рассматриваются жителями особняка как угроза. Ифакат хочет, чтобы Абидин исчез как можно скорее, и это усложняет ее планы. Однако постепенно начнут всплывать некоторые факты о своей семье и прошлом, которые Абидин скрывал. По нашим прогнозам, проблема Абидина продолжится еще несколько серий, потому что Абидин не сможет успокоиться, пока не решит эту проблему радикально. По этой причине этот выпуск не закончится и сердце Абидина не остынет, пока Латиф не вернется в сериал. Умрет ли Сейран? Смертельная опасность Сейрана стала часто обсуждаемой темой с конца прошлого сезона. Опасности, которые могут случиться с Сейраном,
могут нарушить покой в особняке и заставить Ферита занять более защитную позицию. Судя по всему, сотрудничество между Дияром и Синаном особенно направлено против Сейрана. Такое событие невозможно, поскольку смерть Сейран полностью изменила бы основную тему сериала и ее отношения с Ферит. Однако, чтобы усилить драматическую структуру сериала, такое событие, как ранение или похищение Сейрана, может произойти снова. Но не волнуйтесь, Сейран точно не умрет. Узнает ли Халис Ага, что Ифакат убил Фазилет? Доверие Халис Ага к Ифакату подвергнется серьезному испытанию, когда будут раскрыты факты смерти Фазилет. Если Халис Ага узнает эту ужасную тайну Ифаката, вполне вероятно, что Ифакат полностью потеряет свое место в особняке. Однако Ифакат может осознать эту ситуацию и предпринять некоторые шаги, чтобы защитить себя. Возможно, он сможет попытаться спастись, раскрыв еще один секрет, который он сможет использовать как козырную карту против Халиса Аги. Меры предосторожности, которые может принять Ифакат, чтобы избежать ослабления против Халис Ага, вызывают большой интерес. Я думаю, это приведет к раскрытию новых тайн. Так что на данный момент Ифакат будет продолжать защищать тот факт, что она убила Фазилет. Какие шокирующие события связаны с сопровождением? Тайное прошлое Ифакат и преступления, которые она совершила в особняке, постепенно будут раскрыты. Существует высокая вероятность того, что Ифакат мог причинить вред не только Фазилет, но и другим людям. Одной из них была гадалка Фикри. В более поздних эпизодах сериала могут раскрыться тайные планы Ифаката против людей в особняке, особенно обидена и Халиса Аги. Если узнать истинное лицо Ифаката от других жителей особняка, это могло бы добавить сериалу интереса. Кроме того, раскрытие более серьезных тайн, которые он хранил в прошлом, может спровоцировать новую волну конфликтов в особняке. Как то, что Халис Ага узнает правду, повлияет на порядок в особняке? Если Халис Ага узнает истинное лицо Ифаката, баланс особняка может полностью измениться. В этом случае Ифакат может быть либо полностью удалена из особняка, либо ей, возможно, придется запустить другую игру, чтобы очиститься. Есть ли еще какие-нибудь тайны о прошлом Ифаката? Прошлое Ифаката довольно сложное и, вероятно, таит в себе и другие тайны. Смерть Фазилет может быть только началом этих тайн. Я думаю, что по мере появления более крупных событий мы узнаем новые секреты Ифаката. Какие еще тайны можно раскрыть внутри особняка? В прошлом Халиса Аги могут быть и другие события, спрятанные внутри особняка. Нераскрытые тайны, особенно о прошлом особняка, подготовят зрителей к большим сюрпризам в следующих сериях. Поэтому, я думаю, есть и другие тайны, которые мы пока не знаем. Не забудьте написать самые любопытные вопросы в комментариях. Итак, в следующих видео я отвечу на ваши самые любопытные вопросы. Итак, как вы думаете, Серпил может быть дочерью Ифаката? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Любовь Сейрана и Ферита возобновляется. Ферит покидает Дияр. Что шокирующего в Эсме? Или Эсме потеряет ребенка? И какие шокирующие детали были упущены в этом последнем эпизоде? Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем приступить к нашему видео, те, кто хочет, чтобы любовь Сейрана и Ферита началась, не должны забыть поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер.
Прежде всего, Халис Ага наконец-то заставил свою Агу высказаться и не позволил Сейрану уйти. Это действительно заставило почувствовать вес Халиса Аги. Халис Ага не хотел, чтобы Ферит допустил такие ошибки, как он когда-то. Потому что в то время Халис Ага не мог сказать Хаттучу «стоп», и они воссоединились, долго сожалея об этом. Теперь Халис Ага не отпустил Сейрана, потому что не хотел, чтобы его внук Ферит совершил ту же ошибку, что и он, и чтобы Ферит не пожалел об этом в будущем. Таким образом, мы увидели, что Сейфер еще не закончил. Теперь, после этих недавних событий, Дияр претерпит совершенно иные изменения, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Тем более в нашем предыдущем видео я говорил, что мы сейчас увидим настоящее лицо Дияра. Фактически, тем, что он сказал Сейрану в последнем эпизоде, он показал, что на самом деле у него другое лицо. Тот факт, что Сейран не уходит и продолжает быть рядом с Феритом, позволит Дияру делать хитрые шаги. В этот момент мы даже сказали, что Дияр мог бы сотрудничать с Синаном. Новые подробности по этой теме мы начнем видеть в новом разделе. В то же время, этот прошлый эпизод стал решающим для Сейфер. Потому что либо любовь Сейрана и Ферита никогда больше не будет прежней, либо Сейран и Ферит снова сойдутся вместе. Ожидаемое сбылось, и для любви Сейфер вновь появился луч надежды. Потому что отсутствие Сейрана в Антепе напомнило нам, что эта любовь повторится. Думаю, в следующих 2 сериях мы увидим неожиданную сцену путешествия. В то же время между Феритом и Дияром в этой части будут проблемы. Таким образом, через несколько эпизодов мы увидим, как Ферит откажется от Дияра. Поэтому Ферит выберет Сейран и покинет Дияр. Кроме того, Синан наконец-то начал получать инсайдерскую информацию. Таким образом, Айшен доказала, что она – новый султан сериала. Если помните, старый слуга Султан тоже занимался такими подлыми делами. Теперь он занял место Айшен Султан и начал совершать подлые поступки. Он даже сотрудничал с Синаном в неожиданные моменты. Таким образом, Синан узнает всю информацию, которую хочет для Сейрана. Что касается Синана, то на данный момент его захвата нет. Потому что любовь Сейрана и Ферита еще не началась. Однако спустя несколько эпизодов этого романа Синан сделает новый шаг. В этой части Синан может заманить Сейран в ловушку и похитить ее, получив инсайдерскую информацию. Однако на этом этапе мы также можем увидеть события, которые нас шокируют, чтобы избежать сценария, аналогичного прошлому сезону с похищением Сейрана. Особенно мне кажется, что с Эсми в этой части что-то случится. Во время этих событий нерожденный ребенок Эсми может пострадать, и Эсми может потерять ребенка. Тогда из-за боли ребенка она может навредить себе. На самом деле, я думаю, что такой сценарий был бы более точным, хотя Синан хочет похитить Сейрана, он может случайно причинить вред Эсми. Итак, Эсми доставили в больницу. Затем его отправляют в операцию, и можно сказать, что его состояние опасное. Впоследствии, несмотря на все вмешательства, ребенок Эсми и даже сама Эсми могут умереть. Подобный сценарий можно считать преждевременным, поскольку сезон только начался. Однако в прошлом сезоне ходили слухи, что персонаж Эсми хотела уйти. Если вы помните, у Эсми даже был рак, и хотя никто этого не заметил, ее состояние было довольно серьезным. Мы ожидали, что Эсми попрощается тогда. Однако в последнюю минуту сценарий изменился, и о болезни Эсми забыли. Вот почему с Эсми ничего не случилось. Теперь может произойти тот сценарий, о котором я только что упомянул, и Эсми может умереть вместе со своим ребенком. Думаю, мы постепенно увидим развитие этого вопроса в новых сериях.
Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев любые вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил о новом эпизоде в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. Как вы думаете, Эсми может потерять ребенка? Или он тоже может умереть? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео.